Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю продолжать разбирать тему «Засыпанные города мира». Вопрос: а зачем нам это надо? А потому что не знаешь прошлого, не имеешь будущего, и обречен повторять ошибки прошлого и быть не готовым к ним. Например, когда мы изучаем диалоги Платона, посвященные происхождению и устройству Вселенной, об этом четко там говорится. Род человеческий неизменно существует в большем или меньшем числе. У вас и прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее необходимое для городской жизни, вновь и вновь с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена. Вы храните память только об одном потопе, а ведь их было до этого много. То есть это было, считается, что это написано 2000 лет назад. Но все, что там написано, продолжает подтверждаться и в наше время. Потому что эти же мысли ровно через 20 веков подтверждает Ломоносов. Он, оценивая состояние грунта в разных частях Земли, рассказывает о том, что под грунтом находится множество древних городов или просто растительности, которая непонятно как там оказалась. Например, в Модене и ее окрестностях при копании колодезей находят следующие слои. В верхнем слое толщиной 14 футов, ну это примерно 4 метра, лежат явственные признаки и остатки старого города, который неоднократно разорен и погребен в своих развалинах. Когда мы видим погребенные города, нам ученые говорят, это культурный слой. Все ходили, бросали там всякие нехорошие вещи, и нарастал вот этот культурный слой, города зарастали, и до нас доросли вот таким видом. Но, а кто тогда забрасывал деревья? Потому что вот в Голландии и Фландрии великие дубы с листьями и желудями, деревья с грецкими орехами, кустарники с простыми орехами. И все это находится на большой глубине под землей. И деревья-то хоть кто забрасывал. Понятно, что никакие люди никакого культурного слоя не создавали, это все были катастрофы. Катастрофы, которые отголоски мы видим сейчас, но опять же, как написано до этого, неразумные, не понимаем, что происходило, почему, а ведь мы снова оказались перед той же самой ситуацией, которая происходит на наших глазах. Опять же, повторение, то есть подготовка к повторению предыдущих всех потопов, потому что, как бы нам ни хотелось, все потопы предыдущие были рукотворные. Об этом я показывал множество видео, что становилось причиной этих катастроф, а именно войны становились этими причинами. И вот вам еще одна иллюстрация. США. Город считается основан в 1827 году. Но откуда там закопанные здания? Причем, как мы любим, закопаны вместе с окнами. То есть, нам говорят, культурный слой. Откуда он взялся? Городу всего лишь там 200 лет. То есть он не успел бы даже нарасти, некого было его набросать. Причем, а зачем тогда строить с окнами под землей? Чтобы жизнь кротов наблюдать? Так это США, как бы. Новое вроде бы поселение в глубине страны. Но мы видим то же самое. Красный кирпич, окна и двери на глубине 3-4 метра под землей. И ничего не известно, кто это строил, зачем, почему. Если бы это была единственная такая ситуация, вот, культурный слой, это не только что обычные здания, а как раз монастырь Святого Августина, Мехико. На фото он 1910 год и сейчас. Он я красную стрелочку справа поставил, чтобы вы понимали, что когда снимается там еще 2-3 метра грунта, оказывается, что не так строили, а он просто закопан. И никакой, конечно, это не культурный слой, никакие прихожане сюда этого не наносили. А тоже говорит о том, что он был построен, потом занесен, опять же, какими-то катастрофами. Тут еще ему повезло, это было незначительное занесение. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит. Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам.
Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. А что значит значительное занесение? Потому что есть в Мексике пирамида Чолула. Она больше египетская. Ее длина основания 440 метров, высота 77 метров. Открыли ее только в 1910 году, когда провалилась часть культурного слоя. Ну, в кавычках, вы понимаете, да? И вот эти вот ступенечки, что основание я вам показываю, вот это тут провалилось, они немножечко ее откопали. Как говорится, она была погребена под таким слоем земли, непонятно. Если вообще показать, как она представляет, ну, в теории, она выглядит именно вот так. То есть вот эти вот ступенечки, это только маленькое-маленькое начало этой горы. Ну, и вообще переводится с языка индейцев как рукотворная гора. То есть, кто ее построил, неизвестно. Кто ее закопал, неизвестно. Ну, соответственно, и только в наше буквально время, 100 лет назад, выяснилось, что это гигантское сооружение, полностью погребенное землей. То же самое, такие же чудеса в Америке, как говорится, не редкость. Опять та же Мексика, город Паубла. В чем юмор? Ну, нашли туннели, начали откапывать, длина сеть туннелей километров 10, там, размер 7 на 3 метра. Но в чем нюанс? Нюанс в том, что историки говорят, в 1862 году туннели вовсю использовались во время войны. А в 17 веке Пуэбла была затоплена, город был покрыт илом. Поэтому туннели забились, о них забыли. Подождите, но если в 17 веке они были забиты илом, то как они вспомнили в 19 веке и использовали, и почему они в наше-то время опять илом забиты, когда был этот потоп? А для тех, кто первый раз, рекомендую даже на моей главной странице перейти, там есть плейлисты, где собрана основная информация. Одна из них — глобальная катастрофа 17 века, там около 30 или 40 видео по этой теме, что произошло, когда произошло, как эта катастрофа была видна на картах прошлого, ну и вообще на биосфере прошлого. Так, переходите, знакомьтесь. Ну, продолжаем. Насчет культурного слоя. Вот эта фотография старой Рязани. Рязань стоит на реках, озерах, то есть воды много. Фотографии с разницей в 100 лет. Вот слева одна фотография, справа уже более современная. И где же культурный слой в 3-4 метра? Его нету. Хотя же рядом и реки, и воды много, и подземные воды, соответственно, и здания никуда не просаживаются. И люди вроде не гадят так, чтобы 3-4 метра нарастало. А до этого, как говорится, нарастало, да, 17-18 век, 19 получалось по 3-4 метра наносило культурного слоя, которого нет даже в помине. Но иногда говорят другой вариант, что, знаете, вот здания, ну так неправильно строили, вот они просаживались. То есть происходила просадка здания, они уходили под землю, то есть здания тяжелые, грунты там не выдерживали, там много воды. Но это все опровергает одно из раскопок в Туле. То есть вот они раскопали не просто здание занесенное, но и мостовую. То есть ну не может же просесть дом вместе с мостовой еще. Причем равномерно. Потому что бывает просадка дома, да, бывает, но она же неравномерная, дом начинает трескаться, разрушаться, а так, чтобы весь дом просел, да еще и мостовая на том же уровне оказалась. Такого не может быть даже в принципе. То есть все эти теории, они опровергаются, то есть никаких культурных слоев нет, никаких просадок домов нет, есть просто последствия катастроф. Ну, самое интересное, что раскопки показывают, что в той же Туле, что это катастрофа где-то середины 19 века или первой трети 19 века, которые тоже нам известно только из теории или находок наших соратников, которые тоже ищут и находят. Нижегородская область, тоже дом самозакопался вместе с окном. Ну, как всегда, как говорится. Но бывает, надо же посмотреть на жизнь подземных животных, кротов там, например. Вот и строили так, с окнами в землю. Ну, по версии историков, конечно. Провал в центре Мурома. Тоже там решили что-то расширять, пошли и нашли огромное количество подземных сооружений.
Ну, историки почесали репу и говорят, ну, знаете, тут были торговые ряды, это все склады торговых рядов. Ну, во-первых, подвалы огромные, а во-вторых, они ведут даже на другой берег реки Оки. То есть они полностью не изучены, и видно, что там какие-то проемы типа окон, как всегда, непонятно откуда взялись. То есть, ну, понятно, что это никто изучать не собирается, тем более давать, откуда эта информация, ну, откуда все это. Засыпаны Серпухов тоже, 2 уровня арок, засыпаны песком, ну, какой-то культурный слой. Песком просто гадили, скажем так, и не убирали песком. Ну, бывает. В теории ученых. То же самое Европа, Любляны. Ремонт дороги 1963 год. Вот я красный стрелочек понаставил. Все как мы любим. 3-4 метра под землей, окна под землей. Все нормально. Ну, так строили. Причем равномерно и по всему миру. То есть, таких информаций масса. Их можно собирать, показывать. Вот так оно выглядело до реконструкции. Вроде бы все культурно, так и должно быть. Ну, на самом деле, а там 3-4 метра под землей еще культурных слоев. Барселона, та же самая картина. Только начинаются какие-то работы, сразу всплывают непонятные сооружения, здания на глубине 2-3-4 метра. Откуда? И про них никто не знает, нет никаких записей, где они были, почему. Тоже римляне, 19 век, ну, в начале все-таки решили раскопать одинокую колонну. Говорят, что она тут стоит, непонятно, что стоит, давайте раскопаем. Раскопали, 15 метров под землей. Ну, как, соответственно, какие-то окна, двери тоже под землей имеются. В Риме тоже, там, лучше не копать. Опять, 2-3 метра, какая-то дорога, неизвестно куда, ну, старинная дорога, тоже культурным слоем занесена. Ну, в Риме лучше не копать, иначе всегда вы найдете какие-то чудеса, например, подобные в типе этой мозаики. То есть, опять же, 2-3 метра закопано, непонятно почему, откуда. Но по поводу мозаик. Вот вам Италия, да, казалось бы. А вот вам та же самая Сирия. Тот же самая мозаика, опять та же любимая нами глубина 3-4 метра. Говорят, что это там 2000 лет. Ну, а кто ее занес-то, кто этим слоем земли-то? И когда это произошло? Никто об этом не знает. То есть она найдена. Я просто показываю разные регионы Земли, чтобы вы понимали. По всем регионам Земли ситуация примерно одна и та же. Я уже молчу, что там написано так называемое, как говорится, кириллицей написано. Вот Василий, например, да, ну, которая будет изобретена типа через 1000 лет. Это уже отдельный разговор, что там написано на древнерусском языке, на буквице. И вообще у ученых тоже большая проблема. По всему окрестностям Черного моря найдено больше 10 тысяч записей, которые вроде бы написаны греческим языком, но по-гречески не читаются. А почему? Потому что, ну, греческое это сокращенное от нашей буквицы. Я много раз показывал, переходите, смотрите, на буквица 49 символов, почему она настолько важна, как она распространялась, ну и как на ее основе работает мозг человека. Иран. Опять же, 3-4 метра под землей нашли подземный занесенный город. Кто, когда, как занес его, непонятно. Но он существует. Ну и такой информации масса, я же говорю, хотите узнать настоящее прошлое, вам даже ехать никуда не надо. Вам просто нужно обойти центральную часть вашего города, поселка, и увидите много интересных культурных слоев и занесенных зданий, которые быть не может. Ну и помните, повторение мать учения, иначе нас ждет опять повторение того, что, о чем я говорил в начале, что останутся лишь неразумные, и все пойдет по новой. Либо люди станут разумными, перейдут на новый уровень развития, будут готовы к различным катаклизмам, и даже будут их предотвращать, либо, по крайней мере, готовы будут их встречать, чтобы понималось, что такие катастрофы происходили раньше, и произойдут и вновь, и к ним нужно быть готовыми во всех планах. Ну, все ссылки в описании под видео, переходите, знакомьтесь, там еще больше полезной информации. Ну и свои полезные ссылки оставляйте по этой теме. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете,
Плюс получили лучшие натуральные витамины. Именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.